Вот это поток энергии. Вы видели это? Сейчас на этой неделе целый август, начиная с 8 августа, шла такая загрузка энергии, что я даже сам удивился. Я такого никогда не видел. Нам, конечно, говорили, что этим летом 25 года возможно какое-то невероятное событие, но чтобы настолько много интересных новостей, даже мне самому оказалось удивительно. В этом месяце, 8 числа, у нас совпала целая серия невероятных событий. Сейчас все об этом говорят. Невероятное повышение частоты резонанса Шумана. Огромные вспышки на Солнце, которые были буквально целых 3 штуки за целый день. И помимо этого, еще и к нам летит инопланетянский корабль огромного размера, который мы с видом астероида наблюдаем. Так еще мало было нам этих удивлений, так еще и энергия Аштара Ширана подключилась и начала передавать очень интересную и важную информацию. Сегодняшний эфир у нас сенсационный и грандиозный. Мы обсудим, какое трансформационное изменение проходит планета Земля. Галактический совет сообщил мне, что мы совершили очень мощный прорыв сейчас, и, как и обещалось, этим летом 25 года совершился квантовый переход. Но квантовый переход произошел, возможно, не совсем так, как ожидали, и он еще идет. Я объясню, как это происходит, и сегодня энергия Аштара Ширана присутствует. Аштар со своей командой сегодня будет наблюдать за нашим эфиром. Я вас поздравляю, мы сегодня будем в этом участвовать. За час до этого эфира, да, наш эфир задержался по техническим причинам, но за час до этого я вступил в контакт с представителями командования Аштара. Я отправил на свое эфирное тело с помощью методики Меркаба на корабль Аштара и вступил в контакт с представителями, которые там обитают, с его командой. Посмотрел на сам корабль, я вам расскажу, как выглядит корабль Аштара. Нет, это не тот корабль, который летит к нам под названием 3i Atlas. Я думаю, что с 3i Atlas мы будем еще связываться. Представители этой цивилизации, которая там летит, к Сартау, они присутствуют сегодня тоже на эфире. И они будут передавать мне информацию, которая будет публиковаться на моем основном канале и в Телеграме. Поэтому, если вы не подписаны на Телеграм, обязательно подпишитесь. Событий произошло много. И сегодня, кстати, 23 числа, было событие, которое все называли «Черная луна», «Черная луна», и все кричали: «Боже мой, что ли конец света наступит? Что за черная луна?» Об этом тоже расскажу в этом эфире. Но самое важное, что на этом эфире мы с вами в конце эфира, кто досмотрит до конца, сделаем важнейшую практику, которая поможет вам настроиться на частоты нового времени, новых энергий. И мы сделаем с вами прямой контакт с представителями командования Аштара. Я вам расскажу, кто такой Аштар, какова его роль. И мы сделаем этот большой грандиозный эфир таким образом. Сначала я расскажу об Аштаре, потом мы свяжемся с его представителями. Кстати, интрига, будет ли сам Аштар передавать информацию, даже для меня пока остается интригой, потому что мне не подтвердили информацию, что Аштар будет на прямом ченнелинге. Но я подал запрос в Галактический совет и в службу по контактам, чтобы Аштар проприсутствовал и вступил со мной в контакт. И помимо этого, сегодня мы раскроем инструкции о том, как подготавливаться к следующему этапу квантового перехода, который начинается с 25 года, вот с этого августа, и будет длиться еще 12 лет. То есть в течение следующих 12 лет будет идти следующий этап, который будет ознаменовывать другие энергии. Итак, сегодня наш масштабный крупный прямой эфир начинается. Я вас всех приветствую, друзья. Меня зовут Фидря Юрий, кто меня не знает. Я являюсь контактером с внеземными цивилизациями, уже давно этим занимаюсь, и у меня есть опыт как контактерства, так и медитации. Я пришел на Землю из цивилизации Плеяд, если можно так выразиться, да, если условно сказать, но готовили меня задолго до этого в разных мирах, и здесь моя самая главная задача — это создание
академии, которая будет обучать людей практикам нового времени для достижения состояния 5D сознания, квантового перехода. Поэтому мы с вами начинаем. Итак, что мы наблюдали в течение последнего месяца, августа, да? Кто подписан на меня в Телеграме, вы видели. Что такое вообще резонанс Шумана? Это фиксируемое электромагнитное поле Земли, которое специальными приборами проверяется, фиксируется. Разница потенциала между ионосферой и планетой Земля, да, как в конденсаторе, накапливается и происходит отражение вибрационных волн от поверхности Земли и ионосферы. И образуется такое своего рода энергетическая сфера вокруг планеты. Она зависит от того, какие космические излучения поступают на Землю. И в норме обычно это примерно частота 7,83 Гц. И выглядит это примерно вот так. То есть есть какие-то гармоники легеньким зелененьким цветом, чуть-чуть так вспыхивают, и ничего необычного не происходит. Абсолютно нормальная картина, как вот она сейчас выровнялась уже. Но когда мы наблюдали вот эту невероятную картину, буквально неделю назад было вот это. Вы можете себе представить, то есть, чтобы вы понимали, это расстояние, да, которое замеряется сутками, то есть вот эти целые сутки. В какой-то момент перерыв, потом еще сутки загрузка, потом перерыв. Я просто весь график не продлил, но это длилось целых 5 или 6 дней, вот такие масштабные загрузки. Причем, посмотрите, это такой стабильный поток. Я такого никогда не видел. То есть в норме это вот так. Иногда какие-то вспышки бывают. И когда я это увидел, картину, я, разумеется, задался вопросом, а что это такое? Я пошел наверх к своим наставникам и начал задавать вопросы. Это что такое происходит? И мне четко передали информацию, что это связано с процессом квантового перехода, и не просто с квантовым переходом. Это пошла загрузка следующего этапа квантового перехода с 2012 года. По 25 был один процесс. Я расскажу, что это был за процесс, вы сразу поймете, да? И сейчас пошел другой. И вы мне не дадите соврать, вы наверняка чувствовали в эти даты невероятно мощные импульсы энергии, которые там то у кого-то голова болит, то плохо, то лежите столбом, ничего не хочется делать, умираете, да? И каждый для себя отметил какие-то трансформации. Буквально в сознании всплывали самые негативные моменты, и возникало желание их подсветить и трансформировать. Было ли у вас такое ощущение? Напишите обязательно об этом в комментариях. Когда я задался этим вопросом, что это за загрузки происходят, ответ пришел следующий, что импульсы идут с космических кораблей, а также из самого Солнца, расположенных на орбите Солнца. Если вы помните, где-то 2 года назад у меня был прямой эфир с представителями из цивилизации, прибывшая к нам из созвездия Пегаса. Они такие золотые пегасовцы, вы можете найти прямой эфир с ними у меня в разделе «Прямые трансляции» на YouTube-канале. И там они рассказывали, что они привезли в Солнечную систему огромный кристалл энергетический, который они разместили между Солнцем и Землей, который будет выполнять роль аккумулятора и ретранслятора энергии на нашу планету. И сейчас вот это является его работой. То есть этот кристалл запустили, раскрутили, активировали и начали посылать импульсно на Землю нужные частоты. После того, как это закончилось, много времени особо не прошло. И Солнце выдало такие финты, которые просто сложно с чем-то сравнить. За один день произошло 3 мощнейших вспышки на Солнце с выбросом рекордных протуберанцев. То есть протуберанец — это что? Это выброс плазмы, который вот сейчас вы на картинке видите, да? И за доли секунды этот выброс стал больше, чем само Солнце. И если бы этот выброс попал на Землю, то есть это как раз таки и была та самая вспышка, которая, если бы попала на Землю, то это бы мгновенно привело бы к массовому квантовому переходу уже без вариантов, да, когда начинают падать спутники, ломается связь, 3 дня нету ни связи, ни электричества, потом все восстанавливается, но уже по-другому работают и финансовые системы, уже по-другому работают государственные системы, то есть огромное количество инфраструктуры меняется. Ну,
потом расскажу, как именно. Я уже об этом рассказывал, поэтому не буду сейчас повторяться много раз. То есть в этом году высшие силы дали нам другим способом квантовый переход и дали нам его как второй этап. Я расскажу, что за этап. Дальше. Но если вы хотите узнать обо всем подробнее и найти меня в Телеграме, загрузить этот QR-код, можете прям скриншот с экрана сделать и потом через галерею в телефоне открыть. Вы попадете на мой Телеграм-канал, там мы размещаем очень большое количество информации, шок, посланий. Потом будет трудно спать. Так, сейчас это пока стоп. Это видео я сейчас вам покажу. Так, где мой Телеграм? Я там постоянно публикую обновления в своем телеграм-канале о том, что происходит. Там есть и короткие видео, и очень полезные посты, эфиры для тех, у кого проблемы с интернетом. Там мы дублируем эфиры. И мои голосовые ответы, сообщения, объявления, то есть все то, что не входит в прямой эфир, есть в телеграм-канале. Кто подпишется, тот увидит и узнает. Но сейчас мы поговорим с вами в первую очередь о том, кто такой Аштар, почему он сейчас выходит на связь. Во-первых, Аштар Шеран это такой представитель высших цивилизаций, который является командующим галактического флота. Откуда мы вообще о нем узнали, я вам сейчас расскажу. Его имя впервые появилось в 1977 году, когда в эфир прямого вещания на телевидении в Британии в ноябре, по-моему, даже 23 ноября, вклинился прямо в прямую трансляцию некий сигнал. Ну, конечно, его обычные люди назовут: это хакеры взломали, хотя я себе слабо представляю, как можно взломать телевизионный сигнал в 1977 году. Это чем надо взламывать, я не знаю. Тогда компьютеры занимали полкомнаты. Хотите прямо сейчас испытать шок, но эфир был следующий. Сейчас я вам покажу фрагмент, полностью показывать не буду, потому что полное видео размещено у меня в Телеграме. Прямая трансляция прервалась, и далее голос зачитал послание. Сейчас я вам его покажу. Оно было на английском, разумеется. Посмотрите фрагмент. We speak to you now, concerning the same as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to warn you of the destiny of your race and your world, so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. This is in order that you may share in a great awakening as the planet passes into the new. Полное видео я выложил уже в телеграм-канале. Если хотите, зайдите туда, посмотрите, найдете. Там оно у нас есть. Собственно, тогда впервые услышали имя Аштара Шерана. Но передавал послание не он, как вы поняли из этих субтитров. Там было сказано, что с вами говорит Врилон, представитель галактического командования Аштара. Мы пришли, чтобы вас предупредить. И там говорят, да, мурашки идут. У меня у самого, когда я это слушаю, до сих пор, хоть я уже 100 раз это слышал, идут мурашки, идет такая вот энергия по позвоночнику, что ты сразу понимаешь, что это правда. Это не какой-то фейк, не монтаж, это не что-то такое. Об этом было везде известно, и даже в Советском Союзе по телевидению были новости. Мне люди в комментариях писали, что слышали, кто это времена застал. По новостям рассказывали об этом событии, что Аштар пришел, об Аштаре впервые узнали на сайте. Да, Аштар пришел и на этом эфире передал послание. Там говорилось, если коротко, что Земля сейчас находится в очень сложных ситуациях, что мы на пороге глобальных изменений, как раз таки квантового перехода, эры Водолея, и у нас осталось мало времени на подготовку к этому процессу.
что нам необходимо сейчас делать определенные усилия для того, чтобы эта подготовка была завершена. И что очень важно, было обращение к правительствам, и я сейчас его повторю, что все страны должны разоружиться, уничтожить все свои оружия зла, и тогда это делает возможным контакт с высшими цивилизациями, с Галактической Федерацией Света. У меня помимо этого послания от Аштара есть еще одно послание. Послание коалиционного отряда наблюдателей, которое было еще раньше. И скоро я запишу про него видео, опубликую в Телеграм-канале и на своем втором YouTube-канале. Если вы не подписаны на второй канал, найдите. На этом тоже, возможно, публикую, поэтому подпишитесь, поставьте себе колокольчик, чтобы точно не пропустить. Когда я слушал впервые послание коалиционного отряда наблюдателей, оно длинное, там примерно 20 минут, у меня челюсть вот так отвисала. Как? И действительно, вот это все мурашки пробегали по телу. Мы его для вас обязательно запишем. Теперь про самого Аштара. Аштар Ширан фигура неоднозначная. У меня здесь есть на эфире сейчас мой помощник Андрей. Так, сейчас я тебя на ту камеру переведу. Аштар тебя заслонил. Сейчас я его уберу. Ну, рядом посидим. Сейчас я его уберу. Вот, Андрей будет зачитывать ваши вопросы и те вопросы, которые мы заранее подготовили. Так, другую мне камеру. Видите, когда куча камер стоит, поэтому эфир задержался, пока мы все настраивали. Когда впервые пришел Аштар, сразу же появилось огромное количество людей, которые начали утверждать, что они с ним контактируют. И в период где-то 18-19 года, когда были ковидные времена, было очень много ченнелингов в интернете от Аштара. И тогда у меня появился у самого запрос, а реально ли эта фигура, потому что я смотрю эти ченнелинги, а там откровенно либо дичь, либо пугалки. О, бойтесь, бойтесь, сейчас предсказание, сейчас вот будет то-то, то-то, вас всех будут там чипировать, зомбировать. Я понимаю, что это бред, это не Аштар и не его энергия, и он этого не мог сказать, даже если бы это был он бы так не сказал. И у меня было полное понимание, что 95-99% ченнелингов в интернете, которые от имени Аштара передаются, на самом деле ни о каком Аштаре там нет и речи. То есть тогда я сделал запрос, есть ли вообще такая сущность, как Аштар? В интернете нашел очень много на эту тему споров. Люди говорили, Аштара не существует. Другие говорят, Аштар это имя просто такое, то есть звание, как должность. И поэтому многие там плеядианцы представляются, меня зовут Аштар. То есть это как какая-то должность. Или там Аштар это должность, Аширан это имя. Ну, короче, возникло огромное количество споров. Мы сейчас на все их ответим. Мы сейчас на все ответим. Еще люди, которые смотрели меня давно и спрашивали меня про Аштара Ширана, задавали мне вопрос. Так все-таки реально ли, что Аштар Ширан общается с людьми? В интернете столько ченнелинга. И я честно отстранился от этой идеи. Я подумал, ну а что если я ошибся? Что если действительно Аштар со всеми ними общается, а я тут, знаете, вру людям и говорю им, что нет, Аштар Ширан с людьми не общается. Я подставил под сомнение себя. Я всегда это делаю, чтобы проверить себя. И начал снова исследовать этот вопрос на трезвую голову, без предвзятости. И получил другой ответ. Оказывается, что Аштар Ширан действительно сейчас не контактирует с людьми и не контактирует с людьми напрямую. И те, кто смотрели мои тогда эфиры, вы слышали, что я говорил не то, что Аштар не контактирует с людьми вообще и что это вообще невозможно. А я говорил, что Аштар не контактирует со всеми подряд, это во-первых. Во-вторых, напрямую. То есть выйти на контакт с Аштаром реально, если он сам захочет, если будет обоснованность, если Галактический Совет разрешит. А вот потом я задал вопрос, потому что мне удалось выйти на общение с фантомом Аштара. То есть это не сам Аштар, а как бы его проекция, да?
И я вышел на контакт с проекцией Аштара, с его фантомом, то есть с его энергией, по согласию самого Аштара. И задал ему вопрос: Аштар, скажи, а почему ты не контактируешь с людьми? Еще раз поняли, да, не с самим Аштаром, а с фантомом. А то будете говорить: Юра, ты сам себе противоречишь. Нет, просто слушайте внимательно. И его фантом сказал, что Аштар перестал пытаться контактировать с людьми, во-первых, потому что у него другие задачи, он командующий галактического флота, во-вторых, потому что люди, которые контактировали с Аштаром, сходили с ума. То есть были такие реально случаи, серьезно, да, люди пытались выходить на контакт с Аштаром, и они касались его энергии, и их эго взвинчивалось, то есть они начинали думать, что какой я великий, я контактирую с самим Аштаром, с командующим галактического флота, я такой крутой, я избранный, и у них начинался синдром избранного. Был знаменитый случай в Америке, я не скажу, как зовут эту женщину, но она была контактером, и они собрали секту Аштара Шрана. Есть несколько сект, которые поклоняются Аштару Шрану как божеству. Не шучу, поищите в интернете, вы найдете реально. И они что сделали? Они получали послание от этой женщины, да, что Аштар говорит им, что вы избранные, вот вы избранные, кто получает мое послание, близится конец света, он назначил дату, когда все будут уничтожены, когда будет конец света, когда начнется глобальная космическая война. И сказал, якобы, эта женщина написала, что Аштар сказал ей, что он вот в такой-то день прилетит к ним для того, чтобы забрать их к себе на другую планету, на корабль. И они заперлись у себя дома, если я не ошибаюсь, они, по-моему, даже голодали, то есть они мучили себя какими-то подготовками к этому полету, какими-то страшными диетами, и это реально было опасно для здоровья. И родственники людей, которые попали в эту секту, пожаловались, и полиция буквально с какими-то, знаете, средствами взломали этот дом, ворвались туда, эту женщину забрали, понятное дело, отправили ее то ли на принудительное лечение, то ли в тюрьму. И, как вы понимаете, никакой Аштар за ней не прилетел. То есть, и когда вот таких случаев становится много, мне Аштар сам, вот его фантом, опять же, не сам лично Аштар, от его фантома пришла информация, что он именно поэтому напрямую не контактирует с людьми, и он контактирует только через свою команду. То есть есть команда, вот как, например, Врилон. Это тоже представитель галактического командования Аштара. Он один из плейдианцев, который является членом этого командования. И от имени Аштара передает послание. Так и сказано: я передаю от имени Аштара, меня зовут Врилон. Мои сейчас делаю такое рассекречивание. Признаюсь вам, то, что я от вас скрывал. Буквально не могу сказать, что врал, но не договаривал. Мои плейдианцы, которые ко мне приходят, Ари, Амох Натак и один из моих основных кураторов, Аруман Натур, это тоже представители Галактической службы безопасности из командования Аштара. То есть они входят в это командование Аштара. Более того, тоже должен вам признаться, что мое земное воплощение длится пока что только небольшой промежуток времени. Но до этого воплощения я тоже служил в командовании Аштара. Поэтому я и многие члены нашей команды, мы лично встречались с Аштаром в прошлой жизни. Но Аштар уже довольно-таки старый человек, хотя он выглядит молодо, но я вам потом скажу, сколько ему лет. По этой причине, которую я сейчас озвучил, Аштар не выходит на контакт с людьми, потому что, во-первых, люди начинают сходить с ума, у них начинается мания величия, поэтому Аштар контактирует как энергия. И самое главное слово, которое я услышал от его фантома, когда он пришел, он сказал такую фразу: «Мне не нужна слава». Понимаете, да? Почему он не контактирует? Потому что люди обожествляют, люди делают из него кумира. И он мне говорит:
Я это не просто человек, не просто командующий, да, командующий никто без команды. То есть Аштар сам говорит, что все, что я делаю, это я собираю вот это единое пространство и делаю возможным те процессы, которые происходят, но они невозможны без всех остальных участников этого процесса. Поэтому если кто-то обожествляет самого Аштара и делает его бог Аштар, сейчас мы его призовем, то тот, по сути, обесценивает всех остальных, кто участвует в этой команде. Но то, что я сейчас говорю, не исключает присутствие Аштара энергетически, присутствие его команды энергетически. Поэтому Аштар присутствует на моем YouTube-канале. Он присутствует как один из моих кураторов, хоть и напрямую со мной не говорит, но передает послание через наставников, через других плеядианцев. Он присутствует как куратор нашей академии, Академия многомерной эволюции АМА Альцион, которую мы сделали. И курирует процесс того, что я передаю на этом эфире. Поэтому в целом я могу назвать его своим куратором, своим учителем, потому что знаком был с ним в прошлых жизнях вживую. И теперь уже давайте немножко подробностей про самого Аштара. Аштар... Точно сейчас я не скажу, сколько ему лет. Это сейчас надо у плеядианцев спрашивать по земному. Но ему уже больше 15 тысяч лет. То есть больше 15 тысяч лет, да, можете посчитать. И он был участником древней войны с рептилианцами, которая случилась в Солнечной системе. То есть, возможно, сейчас мы от его командования узнаем о том, что происходило, почему он является командующим Галактического флота, какую роль он здесь на Земле играет в принципе. Потому что действительно многие об этом не знают, а те, которые слышали об этом, скорее всего, слышали это все от нечистых источников. Поэтому сейчас мы переходим уже непосредственно к потоку, к ченнелингу. Здесь присутствуют представители галактического командования Аштара, плеядианцы. Я сейчас выйду с ними на контакт, и Андрей будет задавать вопросы. Мне нужно будет несколько мгновений, минут на настройку. Так, Андрей, что там у нас по вопросам? Можем начинать? Да. Хорошо, тогда начнем с общей информации, с некоторых мифов и интересностей, которые написаны в интернете, для того, чтобы проявить вообще ситуацию. Да? Начнем с простого. Существует ли на самом деле команда Аштара Шираны, или это всего лишь миф, созданный земными контактерами и эзотериками? Ну, я думаю, на этот вопрос мы уже ответили. Конечно, Аштар сам существует. Это не мифическая, не духовная личность. То есть он не является энергетическим существом, хоть его присутствие на тонком плане есть, и его дух имеет высокий уровень эволюционного воплощения. Его высшее Я имеет эквивалент серафимов и херувимов, то есть высокого уровня энергии. Это энергия, подобная вознесенным мастерам, то есть таким как Иисус, Будда и другие вознесенные учителя, да, Мельхиседек и Сен-Жермен, Эль-Мория, то есть он наряду с ними имеет энергетическое пространство, но сейчас он воплощен в физическое тело, такое же, как я и вы, только из другой планеты. И вживую с ним тоже можно встретиться, если, опять же, каким-то чудом повезет попасть к нему на аудиенцию. Да. Дальше. Отлично. Следующий вопрос. По поводу команды. Вообще, какая большая команда у Аштара? Кто является его представителями? Это одна цивилизация или, допустим, несколько разных рас? Сейчас ко мне подключаются представители его командования. Давайте я сразу передам им слово, и они сами представятся и уже дальше о себе расскажут.
Вас приветствует Врилон, представитель галактического командования Аштара. Мы проявили свое присутствие в этом пространстве, чтобы напомнить о себе. Ваша раса совершила большой прогресс с момента первого послания. Сейчас настало время второго послания. Услышьте послание Врилона от имени галактического командования Аштара. Многие годы мы наблюдаем за вами. Наше присутствие сейчас незримо, но проявлено больше, чем раньше. Ваши правительства сделали шаги и свой выбор в пользу долгих трансформаций. Некоторые страны заключили контракты с недружественными цивилизациями. Это значительно осложнило командованию Аштара обеспечение безопасности на планете Земля. За последние 30 лет мы пресекали множество запрещенной активности на вашей планете со стороны недружественных рас. Из-за того, что многие люди на Земле остаются спящими, и многие руководители по-прежнему не хотят вести вашу расу к трансформации. Представители высших цивилизаций приняли облик землян и инициировали программу реинкарнации. После того, как нам стало известно о том, что происходит между правительствами, еще 40 лет назад мы инициировали процесс реинкарнации. Многие из наших представителей отправились в гибернационный сон, используя специальные духовные и медитативные практики, покинули свои физические тела и воплотились в тела людей на Земле для того, чтобы здесь, в телах людей, проходя ваш жизненный путь, испытывая все те же трудности, что и вы, помочь вашей расе измениться изнутри. Галактическим советом запрещено прямое вмешательство в дела молодой расы. Это первая директива, которую нарушать нельзя. Но мы видим, что подобные вмешательства осуществлялись недружественными цивилизациями, и не все из них мы могли пресекать. Так, например, некоторые недружественные цивилизации рептилианцев подменяли правителей, используя клонов с замещенным сознанием, управляемых через аватара напрямую с космического корабля, как марионеток. Это вносило дисбаланс в силы и их соотношение, поэтому наше командование не могло оставаться в стороне. Аштар инициировал сбор группы волонтеров, которые воплотились. Они сейчас тоже смотрят это видео. Если вы смотрите и чувствуете свою связь с Плеядами, со Аштаром Шираном, если это имя вызывает у вас внутри дрожь, знайте, вы одни из нас. Пришло ваше время. Вы сейчас должны вспомнить себя, сбросить с себя эгоистические оковы иллюзий матрицы земного воплощения
перестать верить в свою ограниченность и осознать, что у вас есть огромная сила, потенциал, который был у вас заложен, с которым вы пришли сюда для помощи человечеству. И вы сейчас, как часть человечества, живете на этой планете. Откройте свои сердца и через искреннюю любовь и милосердие поделитесь светом звезд с теми, кто вокруг вас. Изменения на вашей планете не получится осуществить силой. Никакие конфликты и войны не смогут завершить процесса квантового перехода. Если бы вся армада Аштара-Ширана пришла бы на вашу планету и завершила бы все ваши войны силой, это привело бы только к ограничению вашей трансформации, ибо земляне бы не прошли нужных им уроков. Недостаточно избавиться от проблемы, борясь с ее симптомами. Нужно устранить причину болезни, чтобы она была исцелена. Поэтому сейчас исцеление проблем вашего человечества возможно только через глубины вашего сердца. Откройтесь к этому через энергию истинной любви, благодарности, принятия, милосердия, эмпатии, а не разделения. Каждый день вы смотрите посредством массовой информации, новости, где вам говорят: эти плохие, эти убивают тех. Ракеты летят отсюда туда. Они наши враги, а мы должны с ними бороться. Знаете, это все ложь. Это попытки остановить вашу эволюцию. Истина внутри каждого, через способность видеть в каждом Бога, в каждом человеке заметить присутствие искры Создателя, как в самом себе, научиться принимать и любить их, безотносительно места рождения, происхождения, языка, на котором они говорят, и их личных убеждений. Способность смотреть на мир широко открытыми, здоровыми, чистыми глазами, которые видят в мире самое лучшее. Вот что делает вас проводниками света. Свет льется из ваших глаз в тот момент, когда вы смотрите на мир не как жертва обстоятельств, а как тот, кто проецирует свою реальность в пространство. Будьте создателями и проекторами новой реальности, и тогда вы запустите квантовый переход по всей планете Земля. Новая эра Водолея началась. Вы перешли и вступили в эту эпоху. Квантовый переход идет. Он начался давно. И каждый день ускоряется. Времени осталось совсем мало. Но абсолютным преступлением является пассивное ожидание и мысль о том, что все произойдет само или некие высшие силы сделают это за вас. Не ждите никаких чудес извне. Истинное чудо происходит изнутри вас. Это был Врилон с посланием от командования Аштара. Я буду присутствовать здесь, в этом пространстве, и отвечать на ваши вопросы. Ты можешь спрашивать. Угу. Хорошо, тогда перейдем к следующему вопросу. Каковы основные цели вашей команды по отношению к человечеству и Земле в целом? Защита и путь эволюции. Угу. Связана ли ваша команда с Галактическим Советом? Если да, то как именно? Мы напрямую выполняем указы командования Галактического Совета. Угу. Почему именно Аштар стал лицом и капитаном этой команды?
Он герой войны, спасший Солнечную систему 12 тысяч лет назад. Он был одним из тех, кто участвовал в войне, когда рептилианцы вторглись в Солнечную систему без предупреждения. 12 тысяч лет назад было осуществлено вторжение огромного флота рептилианских цивилизаций в Солнечную систему с попытками уничтожить человечество и захватить Солнечную систему. Жизнь тогда была на Марсе, Венере и Земле. А также были расположены огромные поселения на Фаэтоне, в том числе и поселения инопланетных рас. Фаэтон был очень быстро уничтожен, и война началась в космическом пространстве с тем количеством кораблей, которые были в тот момент доступны. Флот Аштара встретил этот удар первым, и Аштар практически потерял все свои корабли на момент, когда к нему подоспело подкрепление. Он пожертвовал очень многим, и после этого увидел, насколько он готов отдаться всей своей жизнью глобальной цели, которые пытались препятствовать рептилианцы, а именно защищать Землю. Он тогда сказал, что я не сойду с этого места, пока я жив, пока люди не станут разумны. И тогда начался процесс создания флота защиты, и Галактическая Федерация выделила огромный флот космических кораблей для защиты Солнечной системы от повторных вторжений. Был инициирован контрудар в глубины тыла противника, когда их флот уходил обратно в свою систему. После чего была выстроена система обороны вокруг Солнечной системы. И Аштар-Ширан разместил огромный космический корабль на отдаленной орбите за пределами Плутона в виде сферы, в котором он сейчас находится, и курирует процесс квантовой духовной эволюции землян. Тогда было уничтожено огромное количество землян. Земляне, марсиане и венериане в то время уже достигли высокого уровня развития. Если бы не то вмешательство рептилианцев 12 тысяч лет назад, ваша раса уже давно была бы частью Галактической Федерации, потому что тогда вопрос решался уже на уровне Совета. Но после того нападения выживших землян осталось совсем немного, и им пришлось восстанавливать цивилизацию по крупицам. И сохранить жизнь удалось только на Земле. Остальные планеты стали непригодны для выживания. Тогда Аштар взял на себя обязанность довести процесс вашей эволюции до конца. Следующий вопрос. То есть из ответа мы поняли, что Аштар уже давно занимает пост капитана и главнокомандующего, верно? 12 тысяч лет. Интересно. А тогда можете рассказать про Аштара до того, как он занял этот пост, откуда, кем он был до этого? Еще раз вопрос. Просим рассказать про Аштара до того, как он заступил на пост главнокомандующего. Откуда он? Кем он был? Какая цивилизация? Да, из какой цивилизации, откуда он? Аштар прибыл из цивилизации Сириуса. В
в системе Сириуса было больше планет, чем сейчас. И больше рас. Он является представителем одной из древнейшей расы Сириуса. Его планета была уничтожена в результате этой войны. Он не относится к плеядианской расе. Но очень похож на них. Разница только в росте. Чуть-чуть ниже ростом он, чем плеядианцы. Еще вопрос? Отлично. Следующий вопрос. Расскажите, Аштар или его команда пытались выйти на связь с представителями прежних цивилизаций Земли? Прежних, это которые были до войны? Которые были до нас. До войны 12 тысяч лет назад Аштар контактировал с людьми, и тогда контакты были открытыми, то есть не было запрещено контактировать. Брали на корабли и уже готовились, буквально готовились к тому, что земляне вот-вот вступят в Галактическую Федерацию. Была полная подготовка. И прямые контакты были у Аштара в том числе, но Аштар тогда не занимался плотно именно Землей, то есть у него были и другие задачи, он путешествовал. Это только уже после этой войны, но он служил в качестве военачальника на Галактическом флоте уже в тот момент. Следующий вопрос. То есть он уже давно взаимодействует с Землей и его команда. Отлично, поняли это. Значит, следующий вопрос. Какое было первое взаимодействие с обитателями Земли и какой результат дала эта первая встреча? Оправдались ли ожидания? Первое взаимодействие в смысле какое? Когда? До войны? Да, с жителями Земли первый раз. Взаимодействие с жителями Земли вообще у Галактической Федерации произошло давно. Более того, Галактическая Федерация курировала создание землян, поэтому тут как бы вопрос очень странно звучит. Они были одними из наших прародителей, которые заложили в нас свои ДНК. Поэтому контакт произошел очень давно, и они курировали как марсиан, так и землян, так и венериан, то есть всех, кто жили в нашей системе. То есть следили за всей звездной, за нашей галактикой, скажем, да? Ну, галактика это сильно сказано, за нашей Солнечной системой. Да. Хорошо. Можно ли считать, что изначальные послания Аштара землянам были искажены людьми и превратились в культ? Что вам известно о таких случаях? Ну, я уже сказал, да, что такие культы бывали, и именно по этой причине Аштар сейчас не очень активно хочет вступать в контакт с людьми. Вообще он, как вот вам сказать, у каждого есть своя профессия. Кто-то контактер, да, а кто-то командующий флотом. Это, понимаете, как у президента, например, да, есть пресс-секретарь, который общается с прессой, отвечает на вопросы от имени президента. Так и у Аштара, у него есть команда, которая передает послания, и я не говорю, что абсолютно все послания, передаваемые от имени Аштара, ложные. Некоторые контактеры просто не задаются вопросом, а сам ли Аштар передает или кто-то из его команды. Поэтому просто некоторые контактеры могут принять за Аштара кого-то из плеядианцев из команды Аштара, учитывая, что они еще когда приходят, они говорят: я из галактического командования Аштара. Они такие: Аштар, все. И они думают уже, что это сам Аштар. Да? То есть, ну, это не факт, что это он именно. Поэтому здесь вот такая информация. Поэтому действительно много информации, которую мы можем слышать в интернете, не всегда от него, хотя если даже не то чтобы не всегда, а практически всегда не от него. Хорошо, следующий вопрос. В 1970-е годы появилось множество ченнелинговых школ, которые утверждали, что общаются с Аштаром. Вопрос: почему именно в этот период резко возросло количество подобных контактов и школ? И было ли Аштар действительно инициатором создания этих школ? Не напрямую. То есть я еще раз повторяю, Аштар
напрямую с людьми не контактирует. Аштар не создает культов, он этого избегает. То есть даже вот, например, он присутствует в энергетическом пространстве нашей академии. Но если я сейчас буду всем говорить, нас курирует Аштар, у нас академия от имени Аштара, то есть я уже начну шизофрению делать и начну делать из этого культ, и Аштар помашет вот так кулаком с тонкого плана и вообще контакт закроет. Поэтому, понимаете, у многих так происходило, контактеров, которые сначала начинали говорить что-то громкое, и когда сбивались с пути, им отключали контакт, а они потом уже что-то пообещали людям, а им контакт обрубили. И все, и начиналась фантазия. Просто они начинали фантазировать, додумывать и искажать информацию, поэтому много чего в это время появилось. Даже, по-моему, называются саентологи. Есть такая секта саентологов, религия целая. Там даже в религии в этой не курирует, а фигурирует Аштар чуть ли не как божество основное. То есть многие ченнелеры неправильно восприняли помощь. Они неправильно восприняли помощь. Да, ты смотри вопросы, которые вот тебе сейчас вот кажутся актуальными, потому что на какие-то, возможно, мы уже ответили. Выбирай. Угу. А вот с чем, я сейчас из чата тоже вижу вопрос, ты пока смотри, какой там следующий. С чем связано, что сейчас обострились темные силы в виде конфликтов? Вы знаете, я не разделяю какие-то силы на темные и светлые. Я считаю, что мы не должны мыслить дуально. Обострение – это всегда процесс какого-то исцеления. Что такое конфликт? Да, кто-то конфликтует, пытается что сделать? Найти точки соприкосновения. Да? В химии есть такой термин «притирка колбы». Ты покупаешь колбу новую, да, и у нее стеклянная крышка. И там шлейф сделан на заводе. Когда ты первый раз закрываешь, он хрустит очень плохо, там цепляется, конфликтует. И прикрывает колбу неплотно. То есть ты перевернешь и будет выливаться. Но если ты это делаешь долго, шлейф истирается и притирается друг к другу. Вот отсюда термин притирка, да? И тогда он становится настолько твердым и плотным, что он без резьбы закрывается так плотно, что не будет ни протекать, ни выпадать. То есть сейчас этот период как по притирке людей друг к другу, когда люди учатся чувствовать друг друга, учатся понимать, учатся решать свои конфликты, обсуждать их, потому что раньше у нас такого опыта не было, да, мы очень быстро стали развиваться, и поэтому сейчас это будет всплывать. К тому же сейчас начался другой этап квантового перехода, об этом скажут сейчас тоже плейдианцы. И именно благодаря нему энергия начинает подниматься снизу вверх. А когда энергия поднимается снизу вверх, она баламутит всякое Г, которое накопилось у людей в подсознании, в коллективном поле. И пока эта энергия Г не прогорит, не проработается через эти конфликты, они периодически будут вспыхивать. Но чтобы их закончить, вы слышали Врилон, что сказал? Он сказал, что нужно делать эффект сотой обезьяны. Что это такое? Когда много людей на планете достигает состояния 5D сознания, и они очищают свое сознание от матричной шелухи, от шума, начинают видеть свое пространство. Я буквально сейчас проходил эти трансформации, я был у меня был выходной день, и я отправился на такой саморетрит в баню. Я люблю баню. И когда я лежал там в бассейне, я нырял в холодную, в горячую, сидел, медитировал в самой бане, в парилке, и пока медитировал, ко мне пришла буквально такая мощная практика трансформационная, медитационная, что делая только одну ее, можно избавиться и от страхов, и от тревог, и от ограничений, стабилизировать свое сознание. Сейчас это очень актуально и важно. Я буду эту практику давать на курсе по чакрам. Пришлю вам эту практику на курсе по чакрам.
Кстати, мы перенесли его в октябре, он стартует. В начале октября курс по глобальному раскрытию чакр, где мы рассматриваем 12-чакровую систему, но там по факту будет 14 чакр рассматриваться. И, кстати, кто мне говорил, что Юрий, а вы же в прошлых эфирах говорили, что чакровая система устарела и что она не актуальна. Нет, я такого не говорил. Я говорил, что устарели интерпретации чакр, которые в интернете можно найти. Это все в основном какое-то такое дилетантство по поверхности. Мы на курсе изучаем чакры из глубины, поэтому если хотите прям глубоко погрузиться, добро пожаловать. В описании есть ссылка, в Телеграме тоже дам ссылку на эту практику. Вопрос. Да, давайте вернемся к этому случаю знаменитого телевизионного контакта, как его называют, да, в 1977 году. Как мы выяснили, что это было действительно от его команды, но вопрос в другом, да. Наши власти заявили, что это была шутка хакеров, как уже сказали, да? Нет, это не была шутка хакеров, но это и так понятно, что никакие хакеры в то время ничего взломать такого не могли. Потому что телевещание зачастую делается по аналоговым системам, то есть которых в принципе нет программной обработки, компьютеров там. То есть это какие-то аналоговые приемники, ретрансляторы, которые через телевышки и антенны передают. То есть там не было интернета, и поэтому взламывать нечего было. То есть наши власти так и не признали этот контакт? Они ничего и не признают. То есть было очень много случаев, когда в цивилизации показывались прямо явно, демонстрировали свое присутствие, но наши правительства, они всегда будут говорить, что это вам показалось, это атмосферное явление, это какой-то пранк, прикол, шутка, монтаж, то есть что угодно, только неправда. И вот вопрос к команде Аштара. А на какую реакцию рассчитывали они после вот этого вот вступления в наш эфир? Да, некоторые люди намекали мне, там, знаете, писали в Телеграме, а вот зачем они это сделали, все равно никакого толку нет, люди как не изменились, так и не изменились. Вы знаете, и еще некоторые говорят, вот инопланетяне не понимают людей, на людей это не работает. Все работает, вы недооцениваете инопланетян. Мы же сейчас говорим об этом эфире, мы же помним о нем. Вы же сейчас пойдете и будете распространять эту информацию. Вы же сейчас возьмете, откройте телеграм-канал, найдете там это видео, разошлете там его всем, кому это может быть интересно. Понимаете? Оно уже доходит до людей. А значит, через несколько рук оно может дойти и до тех, кто там в правительствах сидит, и заставить их о чем-то задуматься. То есть, если вам не видно, как произрастает семечко из-под земли, это не значит, что яблок не будет. Понимаете? Если вы посадили семечку в землю, оно начало прорастать, а вы стоите и говорите, где же мои яблоки? Где же яблоки? Да подождите вы! Пока эта семечка вылезет хотя бы из-под земли. Вот она вылезла, вот она растет, а вы, ах, плохая, все, не буду выращивать, сломаю тебя, все. Где мои яблоки? Я хочу яблоки прямо сейчас. Не понимаешь ты меня, яблоня, плохая? Да подождите вы, понимаете, нужно время. Помогите ей, полейте ее, создайте среду, дайте ей что-то, чтобы она проросла правильно. Дождитесь этих яблок, понимаете? Также и с этими посланиями. Как моя мама говорит всегда, вода камень точит. Знаете такое слово? Если водичка капает на камешек достаточно долго, в камешке будет дырка. Поэтому здесь я не вижу никакой проблемы. Следующий То есть вопрос. это был такой достаточно долгоиграющий ход? Конечно, мы об этом сейчас говорим. Спустя 50 лет, да. На самом деле для инопланетян, особенно для Аштара, которому уже больше 15 тысяч лет, 50 лет это, знаешь, ну так. Вчера. Раз-два, да, как будто вчера было. Хорошо, следующий вопрос. Почему это послание от команды Аштара было передано именно таким образом? И почему мы больше не видели впредь подобных попыток контактов на массы?
Попытки контактов были. Во-первых, подобные вещания, чтобы ты понимал, не могут произойти просто так. То есть, опять же, есть первая директива, запрещающая прямые контакты с неразумными расами. То есть мы неразумная раса считаемся по классификации инопланетян. Да, мы находимся, например, на 0,8 разумности от единицы, да? То есть единица это считается уже разумная. Мы почти разумные, и поэтому с нами нельзя так контактировать, чтобы давать прямые физические доказательства. То есть сейчас, если бы прилетели инопланетяне, такие зашли ко мне в комнату и сказали: «Оба, привет, мы плейдианцы». Но даже если бы это произошло, вы бы в это не поверили. Люди бы сказали, это монтаж. Люди бы сказали, он пригласил просто каких-то блондинчиков белокожих, да, с голубыми глазами себе в кадр, просто ради того, чтобы над нами посмеяться. Да вы бы сказали, что это искусственный интеллект и так далее. То есть никто бы всерьез это не воспринял, поэтому они и не делают этого. Физические доказательства, вот если бы я взял, например, там полетел на их корабле, сделал селфи, или привез с их корабля прибор какой-то, да, забрал бы и физически передал, запрещено давать, потому что наши спецслужбы разных стран, они, есть специальная организация по контактам с инопланетянами, которые это отслеживают и пресекают, то есть это запрещено из целей безопасности самих контактеров. Поэтому самый эффективный и лучший вариант, который выбрали цивилизации, это, знаете, не по телеэфиру что-то там вещать, а как Врилон сказал, после этого эфира, что они сделали? Они инициировали программу инкарнации, то есть они воплотились в людей и стали изнутри помогать. Это ответ-вопрос на людям, которые пишут претензии типа: вот эти плейдианцы, что они не придут, не помогут, не остановят все войны, они же могут. Вы просто не знаете, что они делают. Они приходят, они оставляют свои тела, они приходят в земные воплощения, которые бывают очень тяжелыми для них. Тяжелое детство, тяжелое воспитание, болезни, трудности адаптации на Земле их энергий. Их никто не понимает, они как отщепенцы здесь живут, им тяжело, но они приходят для того, чтобы изнутри менять обстановку. Показывать что-то по телевидению это не так эффективно, как работать в медитациях, как трансформировать через сознание. Поэтому именно такой путь они и выбрали. Угу. Отлично. А почему именно команде Аштара выпала такая честь связаться с нами в телеэфире? Они сами вызвались или тут есть какой-то более большой смысл, почему именно они это сделали? Сейчас я спрошу. Не, ну классно вы отвечаете, потому что так было нужно. Воля Божья. Да, воля Божья. Потому что вы должны были узнать, они говорят о том, кто такой Аштар. Вы должны были узнать об этом. То есть мы должны были узнать про эту фигуру, так скажем, да, когда про нее кто-то не слышал? То есть в этом был больший смысл. В этом был очень большой смысл. Вот они говорят имя. Имя, вы должны знать имя. Вы должны знать имя, чтобы подключаться к этой энергии, так как присутствие энергии Аштара выходит за пределы физического поля. Его энергия обширна, объемна и на тонком плане создает пространство эволюционного пути. Каждый, кто мысленно обратится к Аштару за помощью, получит ее. Хорошо, давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Как мы уже выяснили, были еще подобные контакты связаться с большой аудиторией, да? Возможно, некоторые попытки все же скрыли от нас, и мы до них даже до сих пор не знаем. Скрыли, ну, были разные попытки, то есть появление космических кораблей, рядом с военными объектами, прямой контакт с правительствами у них был. То есть контактов было множество. Просто тогда эти контакты стали рутиной, и люди перестали их замечать, перестали на них обращать внимание, а кто обращал внимание, на них говорили, что они какие-то шизанутые. Поэтому просто перестали это делать, так как это было уже неэффективно, во-первых. А во-вторых, у людей появилось оружие, и люди... представители от правительств секретные, которые являются секретными службами, они вошли в контакт с плейдианцами и сказали: мы запрещаем внедряться в наши эфиры, мы запрещаем
взламывать их и передавать послания населению без нашего согласия. То есть правительства наших стран, большинства, они просто запретили, и, собственно, галактическое сообщество права такого не имеет вмешиваться таким образом. Поэтому что можно, что разрешено, это через таких, как я, передавать. Почему? Потому что мы палата номер 6. Мы сумасшедшие для правительства. Мы идиотики, сумасшедшие, фанатики, сектанты. Рассказываем тут сказки и бредни. То есть в ближайшее время мы можем не ждать подобных больших выступлений, так скажем, да? Если вопрос про будущее, давай я спрошу. Ближайшее будущее, да. Можем ли мы ожидать каких-то подобных Он говорит, контактов? сейчас один из таких признаков явных существования цивилизаций, это то, что вы называете комета 3I Atlas, которая летит сейчас в сторону Солнца. Мы уточняем, что она не летит на Землю, и внеземные цивилизации с этой кометы не будут непосредственно демонстрировать себя на Земле. Вот они сейчас говорят. Да, вот они пришли. Мы представители Ксартау. Мы демонстрируем аномальную активность для ваших ученых, чтобы они ее зафиксировали. В наши задачи по пробуждению человечества входит в комплексный и осторожный подход к передаче информации о существовании цивилизаций, так как мы не хотим сеять панику, и мы не хотим, чтобы ваша раса испытала шок от неожиданного контакта. Но мы делаем все, что в наших силах, и все, что позволяет нам принцип ненарушения вашей свободы для того, чтобы заявить о себе. Мы еще вернемся к теме 3I Atlas чуть позже, да, раскроем ее чуть побольше. Хорошо, следующий вопрос. Есть информация, что Аштар и его команда работают не только с Землей, но и с другими мирами и планетами, проходящие подобные процессы, как на Земле. Расскажите, так ли это, и есть ли что-то схожее в этих процессах? Аштар сейчас полностью сконцентрирован на Земле. У него есть работа только с параллельными слоями на Земле. То есть он может работать с тонким планом, он выходит на тонкий план, общается с земными плазмоидами, но непосредственно другие какие-то миры он не курирует сейчас. У него полная концентрация здесь. Полная концентрация на нас. Отлично. Когда начнется второй этап перехода? Он начался в августе этого года. И я расскажу, что именно будет. Просто дождитесь. И к этому мы тоже еще вернемся. Так, хорошо. Давайте тогда следующий вопрос. Как раз таки про 3I Atlas. Может ли быть, что появление межзвездного объекта 3I Atlas связано с миссией Аштара Ширана, его командой? И если да, то как именно эти два события связаны между собой? Сейчас мы у них спросим. Это напрямую связано, потому что командование Аштара и Галактический Совет запросили эту миссию заранее и согласовали ее для того, чтобы произошла инициация следующего этапа квантового перехода, который сейчас идет. И с этого корабля ретранслируется на Землю мощнейший поток энергии через Солнце. Когда он будет пролетать за Солнцем, будет передан светоч, который пойдет внутрь Солнца для активации его поля. Все. Следующий вопрос. Хорошо, отлично. Так, следующий вопрос. Какую роль человечество должно сыграть с взаимодействием как раз таки с 3I Atlas? То есть, что мы можем сделать для того, чтобы как-то усилить этот процесс со своей точки зрения? Только работать с собой, больше ничего. То есть, это повышение своих вибраций. То есть, это хорошая возможность нам поработать с собой? Да, повышение вибраций. Хорошо. Следующий вопрос.
В чем разница между первой фазой квантового перехода и второй, о которой многие говорят и в которую мы уже якобы вступили? Смотрите, первая фаза квантового перехода, вообще, если брать с точки зрения процессов, первая фаза квантового перехода, самая первая, началась еще с 2000 лет назад, когда на Землю пришел Будда, и затем после него Иешуа. Будда и Иешуа запустили процесс квантового перехода, то есть они, можно сказать, пробили дырку невежества, потому что Земля после этой глобальной войны, она попала в такое негативное болото, 12 тысяч лет, в котором она существовала, угнетение, такое поле угнетения, которое буквально окружило планету и мешало ей эволюционировать. То есть, если бы они не пришли и не пробили это поле угнетения, то негативная решетка, в которой была захвачена планета, она бы так и не позволила человечеству эволюционировать. То есть пришел Иешуа, пришел Будда, и другие еще были пророки и проводники, которые своей мощью буквально разбили эту негативную решетку и дали толчок для эволюции человечества. Это сейчас не про христианство и не про буддизм, вы можете по-разному относиться к самим учениям, но учение христианства не имеет отношения непосредственно к самому Христу, как бы это ни было странно, потому что то, что Иешуа дал земле, это не Библия, он Библию не писал. Поэтому, если хотите узнать подробнее о том, что именно Иешуа сделал, у меня есть 2 прямых эфира на эту тему, 2 года назад где-то я их делал. Откройте у меня прямые трансляции на канале и пролистайте вниз, там найдете. Они называются, по-моему, «Кто есть Бог на самом деле», и там картинка с Иешуа есть. Они запустили этот процесс, потом он волнообразно нарастал. И начало вот именно того, что мы непосредственно называем квантовым переходом, оно было еще в 1800 каком-то году. То есть, не помню точно, но тогда была мощная волна солнечной вспышки, вот как раз в период Николы Тесла. Да. Вот тогда начался первый этап квантового перехода. Он шел по нарастающей, то есть сначала опять шла инициация соединения с Высшим Я, и очень у многих людей пробуждалось сознание, пробуждались какие-то способности, тогда стал моден спиритизм, как мы сейчас контактерством занимаемся, да, тогда была Блаватская, люди собирались на спиритические сеансы, там спиритическая доска, все это стало популярно. Потом опять тыдыщ, всех усыпили, то есть пошла матрица, пошла пытаться всех ограничить, усыпили. Потом опять пошла волна квантового перехода, и случились войны, Первая, Вторая мировая, чтобы усыпить опять человечество. Потом еще волна, уже плейдианцы подключились, дали вот этот прямой эфир. Было еще одно послание в 1920 каком-то году, я о нем расскажу. Это коалиционный отряд наблюдателей. В телеграм-канале будет объявление, подключитесь, если не хотите пропустить. И после этого в 2012 году, уже ближе я приближаюсь, да, начался самый мощный процесс непосредственно самого квантового перехода. То есть квантовый переход запустился в полном объеме в 2012 году, как и было предсказано. Но люди ожидали, что это будет вот так, пам, конец света и начало новой эры, да, как, мы себе в голове представляем, мы же дуально мыслим, у нас либо черное, либо белое, либо свет, либо тьма, либо не перешли, либо перешли, то есть мы не допускаем варианта, что мы совершили скачок, и это не так, как все ожидают. Поэтому в 2012 году переход осуществился и начался процесс работы с соединением с божественной энергией К. Вы знаете от меня из моих эфиров, что есть такое понятие, как Меркаба света. То есть это соединение потока энергии К, который является энергией высшего Я, высшего сознания или духа, если хотите сказать, да. И есть энергия Ба, как энергия души. Вот сейчас, если Меркаба найду. Ну вот, по сути, сзади меня, да, форма, вот эта Меркаба. Верхний треугольник, блин, куда мне руку деть?
вот так вот, в зеркальном отражении, потому мне трудно рисовать, символизирует энергию К. Вот этот верхний треугольник активировался в 2012 году и работал активно 12 лет, передавая людям инициацию соединения с Высшим Я. Тогда очень сильно у людей пробуждались контактерские способности, ясновидение, ченнелинг, потоки и все остальное. То есть многие люди там улетели, кстати, да, и в шизотерику, потому что высший поток энергии пришел. Потом, сейчас, вот, понятно, начался процесс инициации энергии Ба, то есть идущий снизу вверх треугольник, который основан на энергии божественной материнской и женского начала. То есть верхний треугольник это как божественное мужское начало, нижний треугольник как божественное женское начало и энергия Земли. То есть, если верхний треугольник это энергия космоса, да, с 2012 года по 2025 шла мощнейшая проработка энергии космоса. Прям любое событие сопровождалось тем, что прям придавливала нас космическая энергия, шла потоком. Да, и потом, и сейчас уже началась инициация энергии Земли. Сейчас я в камеру переставлю аккумулятор. И сейчас энергия и сама планета настолько уже насытилась космической энергией, что уже нет, мы сейчас уже получаем энергию квантового перехода не из космоса. Мы ее сейчас получаем из глубин планеты, через соединение с чем? Со своим божественным женским началом. То есть исцеление, сейчас начинается этап, который можно назвать исцеление божественного женского и мужского начала. Поэтому войны, поэтому конфликты, поэтому проблемы с гендерной идентичностью у многих, да, что людей начинает штормить, они не понимают, что происходит. Эпоха сменяется, то есть эпоха патриархата, она сменяется, и должно произойти выравнивание, гармония, то есть должны разрушиться шаблоны, что женщины это домохозяйки, которые делают то-то и то-то, а мужчины это добытчик, который делает то-то и то-то. То есть должна произойти выравнивание и гармонизация женского мужского, чтобы роли выровнялись, чтобы выровнялось сознание, чтобы каждый осознал, что каждый есть осознанное разумное существо, а не просто там средство для удовлетворения потребностей. Да, мужчина для женщины ходячий кошелек с ножками, а женщина для мужчины бесплатная прислуга. Да? То есть чтобы какие-то шаблоны и стереотипы разрушились. Это сейчас будет активно происходить в массовом сознании, в коллективном сознании, и будет идти поток соединения с собой. Будет идти поток активации энергии кундалини. Поэтому сейчас чрезвычайно важны практики. И если вы меня спросите, какая практика сейчас будет самая лучшая, я думаю, что вы обязательно меня спросите, да? Что сейчас делать, какая практика самая лучшая. На самом деле в интернете можно запутаться вообще во всем и сойти с ума. Но есть одна практика, благодаря которой я активировал все свои способности. Это практика, которая по сути является азбукой. То есть вот представьте себе, вы пришли в университет, в академию какую-нибудь, и говорите: я хочу быть профессором, да, там ченнелерами хотят стать люди, открыть ясновидение, просветлиться, высшее сознание открыть. А у вас спрашивают: а вы знаете азбуку? А вы говорите: нет, не знаю. Я не знаю ни азбуку, ни читать, ни писать не умею. Так вот, азбука в плане духовного развития – это тема чакр. Чакры – это азбука. Если вы не знаете чакры, вы не знаете азбуку. Если вы не знаете чакры, вы не знаете азбуку, а значит, вы не знаете ничего о себе. Потому что чакры – это информация о себе, кто вы и из чего состоит ваша энергия. Когда я начинал свой путь, я начал именно с этой темы.
И даже не зная, за что отвечают чакры, я просто знал, какого они цвета, мне приходила о них информация, я начал делать практику по раскрытию чакр, которая длилась буквально 10 минут в день, перед сном каждый день регулярно. Используя специальное дыхание, специальную визуализацию, я делал эту практику, и у меня начали сами пробуждаться способности, открываться ченнелинг, выходить на контакт наставники, открываться высшее я, прорабатываться блоки изначальные. То есть все, что нужно, начало происходить само. Мне не понадобилась никакая психотерапия, мне не понадобилось какие-то глубинные трансформации, ехать куда-то в ашрам, гуру и так далее. То есть начали приходить сами инсайты. И вы тоже так можете. Вы ничем от меня не отличаетесь, если возьмете и будете делать именно практику с чакрами. Если изучите эту азбуку, вы освоите и все остальное. Но если вы будете пытаться изучать квантовую физику и стать профессором, не зная азбуку, но это будет по меньшей мере странно, а по большей части неразумно и опасно даже, потому что когда, например, я иду в ченнелинг, если я неважно себя чувствую, может произойти настройка совсем не на те частоты, которые я хочу передавать. А настраивается, когда не та настройка происходит, я буквально моментально начинаю сканировать свои чакры и понимать, что вот здесь блок, вот здесь, вот здесь. Я раз поубирал блоки, раскрыл чакровую систему, прокачал столб, открыл чакру третьего глаза, открыл сахасрару, и поток пошел. Пошел поток, открылось видение, активировал Меркаба света и отправился, вот буквально сегодня это было, да, перед этим эфиром я активировал Меркаба и отправился к Аштару на космический корабль на его. Я сейчас покажу, как он выглядит. Я его увидел. Это огромного размера зеркальная сфера. У нее есть вот такая щель светящаяся. Она расположена в космосе на дальней орбите. Чисто теоретически ее можно увидеть в телескоп, если знать, где она находится. Так что ученые наши, в принципе, могут ее обнаружить. Она не скрыта. Но она зеркальная, поэтому она свет отражает, трудно ее различить на фоне звездного неба. Меня туда пропустили, в эту сферу. Разумеется, это я был в нетелесном путешествии. И внутри она полая, то есть внутри у нее такие несколько слоев. Она полая, внутри заполнена атмосферой, там можно ходить по внутренней поверхности, она большая. Там как внутри как будто бы планета. И в центре вместо ядра находится светящийся источник. То есть это крупнейшая база Галактической Федерации в нашей Солнечной системе. И там есть разные расы, да, ответ на некоторые твои вопросы, да, которые задавал, какие расы там есть. Там есть разные расы инопланетян, в том числе и инсектоиды. Единственное, кого там нет, это рептилоидов там нет. Я прилетел, я такой смотрю, говорю, а рептилоиды у вас есть? Нет, рептилоидов тут нет. Я такой понял, не спрашиваю больше. Вот, и мне показали это место, я там уже бывал несколько раз, и может быть мы с вами тоже организуем как-нибудь туда медитацию с астральным путешествием на этот корабль, если захотите. А можно ли у вас научиться активировать Меркаба? Да, конечно, можно, но опять же, понимаете, Меркаба это что? Меркаба это как скорочтение. Скорочтение возможно когда? Когда вы знаете алфавит. То есть все должно быть поэтапно. Поэтому я включил информацию по активации Меркаба на 11 и 12 неделе обучения по раскрытию чакр. То есть Меркаба является частью курса раскрытия чакр. Если вы хотите активировать Меркаба, вы идете на курс по чакрам, вы прорабатываете блоки первых чакр, потом у вас идет Меркаба. Чихни, если хочешь. Когда вы активируете Меркаба, тут нужно понимать, что это акселератор, ускоритель. Если вы ее активировали, но у вас внутри блоки, у вас внутри какие-то травмы, то этот акселератор будет усиливать эти блоки, усиливать травмы. Поэтому мы в первую очередь работаем с чакрами, чтобы оттуда убрать искажения, выстроить центральный стержень, и тогда ваша Меркаба будет устойчива, она не будет разрушаться, не будет дисбалансироваться.
Люди, которые не изучают чакры, но лезут в ченнелинг, у них происходит дисбаланс энергий, которые занимаются медитациями, но не знают алфавит в виде, опять же, чакр, они достигают успехов в каких-то своих практиках, например, ясновидении, но так как они не знают принципов гармонии, они не проверяют свои чакры, они их не гармонизируют, они не делают заземления, то у них происходит потом дисбаланс. Чакры уходят все в разную сторону, и они начинают получать ченнелинг вообще не из этого мира, а откуда-то вообще из нереализованных секторов 5D. И поэтому их информация становится неправдива. Не потому, что они лгут специально, а потому, что просто не знают базу. Вот это чакра, это база. Я рекомендую всем пойти на этот курс. И там есть уровень доступа базовый, да, для тех, у кого очень ограничен бюджет. То есть при желании можно выделить этот бюджет на то, чтобы хотя бы ознакомиться с этой информацией. Поэтому в описании будет ссылка, в телеграм-канале будет ссылка. Следующий вопрос. Давай вернемся к теме квантового перехода, да, еще немножко проговорим. Да. Именно про вторую фазу интересно, да. Во-первых, это финальная фаза или что-то еще после этого планируется? Это не финальная фаза. Сейчас я скажу, кто будет отвечать. Знаете, что я вам сейчас скажу? Аштар присутствует лично на эфире сейчас. Но он не хочет передавать ченнелинг. Он не будет говорить, но он передает сейчас именно ментально послание мне. Послание следующего характера. Научитесь чувствовать присутствие Аштара. Вы сейчас можете почувствовать, даже если в записи смотрите, присутствие Аштара. Просто закройте глаза и представьте себя внутри сферы, внутри его корабля. Почувствуйте, что каждый момент времени вы под защитой. Каждый момент времени о вас заботятся. Не бойтесь ничего. Мы следим за вами. Мы обеспечим вам гармонию и комфорт. Квантовый переход предрешен. Ничто этому процессу не помешает. Просто ощутите это. И свою сопричастность к чему-то большему. Потому что вы помните меня. Ваши души меня помнят. Ваши души меня помнят. Я присутствую здесь много лет. Все. Просто на ощущениях прочувствуйте. Он все, что вы сейчас думаете и говорите и пишете, он читает и слышит. Он сейчас пытается со мной сонастроиться. У него очень сильная энергетика, поэтому людям очень тяжело ее выдерживать. Сейчас он со мной сонастроится.
Аштар Шаран. Мы здесь. Мы с вами. Мы все слышим. Просто почувствуйте то, что надо ощутить. Все, синхронизация ушла. Понимаете, да, почему Аштар не контактирует с людьми? У меня один раз, я вам должен признаться, был с ним контакт года 3 или 4 назад, но я испугался. Это был реально контакт непосредственно с Аштаром. Но у меня был вопрос, что я тогда еще не знал ничего о себе, о своих воплощениях. И я подумал, что я, наверное, сошел с ума, или я просто зазнался, и у меня, знаете, такая духовная гордыня возникла, что я просто какой-то избранный, что Аштар снизошел до меня, знаете, то есть вот это вот чувство у меня было. Я испугался, что это может быть не Аштар, поэтому я прекратил этот контакт. Я не исключаю, что в будущем Аштар может со мной сонастроиться и передавать через меня ченнелинги, но я вам еще раз повторяю, что это бывает крайне редко и не со всеми, а только с теми, в основном, кто был в его команде, и только если это необходимо, потому что сам Аштар, он прекрасно передает свое послание через свою команду. Ему нет необходимости напрямую подключаться. Хоть он сейчас присутствует, он говорит, что он просто хочет, чтобы вы почувствовали энергию, чтобы вы не привязывались к личности, но ощущали, что это реально, а не то, что мы сейчас говорим, фантастика. Вопросы? Угу. Хорошо. Следующий вопрос. Какую роль команда Аштар и непосредственно сам Аштар будут играть именно во второй фазе перехода? Сейчас мы спросим у них. Отвечает девушка, ее зовут Алла Тересу. Мы курируем процесс интеграции глубинных энергий Ба в человеческое тело и сознание. Сейчас к процессу работы подключается команда Аштара, существующая через другое измерение. На энергетическом и плазмоидном уровне мы курируем процесс синтеза энергии К и Ба для глубинной активации, пробуждения сознания. Передаются большое количество энергии, которые вам нужно научиться чувствовать через заземление. Откройте свои сердца, и вы сможете эту энергию ощутить. Она сейчас присутствует в каждом из вас, если вы осмелитесь в себе раскрыть изначальное ощущение принятия, ощущение присутствия некой бесконечно сильной и заботливой энергии вокруг. Настройтесь на это чувство, и вы ощутите наше присутствие незримо. Наша задача входит в помощь на энергетическом плане, чтобы вернуть вам ощущение материнской заботы и гармонии между мужским и женским началом. Следующий этап
перехода будет направлен на открытие способностей души. Соединение разума, как сознание, с чувствами, как эмоции, для того, чтобы вы научились управлять своими энергиями. Соединили чувства, эмоции и разум. Это даст вам состояние пробуждения, которого вы ищете. Следующий вопрос. Мгм. Теперь хочется прочитать несколько вопросов из чата. И Да. самый такой популярный был, могут ли наши зрители сами как-то научиться контактировать или задавать вопросы напрямую команде Аштары с целью какой-то помощи? То есть как людям самим взаимодействовать с этой энергией или с ними напрямую? Абсолютно точно. Взаимодействовать можно напрямую, если прочистить и раскрыть все свои чакры. То есть чакры — это база, да? Если у вас не работает антенна, то принимать информацию вы не сможете. А что такое антенна? Это сахасрара чакра. Если она не открыта, если поток энергии не идет через ваш чакровый столб, вы ничего не поймете. Если у вас закрыта вишудха чакра, вы не сможете распознать информацию. То есть она будет приходить, и вы будете слышать в голове вот это. И ничего не будете понимать. То есть для понимания нужна эта чакра. Вам будет приходить информация, вы будете как слепой крот, который ничего не видит. Кто-то говорит, кто, чего, у меня такое было. Третий глаз закрыт, а информация приходит через ченнелинг. И я такой, кто говорит? Где говорит? Ну мы рядом с тобой стоим. Где? Я не вижу. Я не вижу. Да открой глаз. Какой глаз? Третий глаз. И вот понимаете, да, работа раз, два, три. А у кого нет заземления, понимаете, информация приходит, и люди такие, я в свете, я в 5-м измерении. Не буду ничего есть, не буду ничего пить. Спать нельзя, есть нельзя, пить нельзя. Мы все уже святые, все. И потом остается только под белые рученьки вот так в белую рубашечку закрутиться и в дурдом. Поэтому сначала чакровая система. Когда она выстроена, все остальное автоматически идет. То есть контактировать можно, но на свой риск. Знаешь, контактировать может каждый на своем уровне, то есть на уровне духовного сердца. Через свою душу, через свое сознание, ощущать присутствие. Это можно, да. Но важно еще и изучать базу знаний. То есть, что у тебя за тело, да. Ты можешь, например, там сесть на шпагат. Да, ты можешь сесть на шпагат сразу, да, с первого раза. Но как это будет для твоего тела? И будешь ли ты изучать, как это правильно делать, да, это другой вопрос. Угу. Понятно. Хорошо, следующий вопрос из чата. Влияет ли на вас повышение частоты Шумана? На нас. Да, не на нас, а на них? Аштара и их команду, да. Я напрямую же обращаюсь. Да. Влияет ли повышение частоты Шумана на Земле и как это ощущается, эти процессы для них? На нас это вообще не влияет, потому что мы находимся на другом уровне вибраций. Резонансы Шумана влияют только на землян, так как земляне синхронизированы с его полем. Угу. Хорошо, следующий вопрос. Было ли у кого-то из команды Аштар или, возможно, у него самого опыт проживания подобного перехода на другой планете? То есть вопрос именно имеется в виду не просто как со стороны помощи, а вот как мы сейчас, земляне, здесь с тобой сидим и проживаем этот процесс. Да, на уровне души многие высшие я проходили этот опыт на других планетах. Даже, я бы сказал, большинство, практически все. То есть многие из членов команды не понаслышке знают о этих процессах, о определенных сложностях, которые мы тоже сталкиваемся. Да? Знают. Хорошо, следующий вопрос. Почему с 2007 по 2015 года количество ченнелингов и взаимодействия с командой Аштара стало значительно меньше? Есть ли этому какая-то причина или это просто совпадение? Во-первых, начали блокировать эти потоки, то есть начали блокировать, чтобы люди не распространяли дезинформацию. На высшем уровне сами плейдианцы и Аштар, они выявляли тех, кто распространяет эту информацию, и им закрывали канал, им закрывали способности, чтобы они не распространяли дезинформацию. То есть высшие силы, они могут как бы и показать, что не нужно как бы... Не то, что надо говорить. Поэтому
снижение количества этих посланий во многом связано с этим, но и в том числе с тем, что люди отчасти привыкли к ним, и им надоело попросту это все слушать. И слава богу, потому что если долго людям говорить всякую ерунду, как сам Аштар говорил и как говорил Врилон, слушайте свое сердце. То есть даже я, вот, например, Юра Фидри, да, вы слушаете мой канал. Если у вас по сердцу это не откликается информация, я же вас не заставляю в это все верить. Ради бога, можете не слушать. Отзвук этой информации слушайте в своем сердце, потому что это первоначально важно. Я не говорю, что только так, как через меня идет, только так абсолютно правильно. Таких контактеров, как я, на Земле много. Просто они себя не афишируют, далеко не каждый может настроить там оборудование, включить прямой эфир, и далеко не каждый хочет этим заниматься. То есть много контактеров таких, как я, но не много тех, кто готов об этом рассказывать открыто. Многие боятся, многие не хотят, многие не хотят лишиться своего круга общения, работы, семьи. Дальше. Угу. Тоже интересный вопрос. Есть ли у Аштара Ширана, кроме Галактической Федерации Света, другие кураторы? Нет. Дальше. Угу. Так, что у нас еще интересного есть? Давай я буду читать из чата. Угу. Помнят ли прошлые жизни? Почему людям закрыли память о прошлых воплощениях? Людям память не закрывали, это особенность их сознания. Когда вы рождаетесь, вы своей прошлой жизни не помните как особенность своего сознания, так как ваше сознание не достигло еще того уровня разумности, на котором они могут вспоминать свои прошлые жизни. Мы, как плейдианцы, свои прошлые жизни тоже при рождении не помним, так же, как и вы. Они вскрываются нами постепенно по запросу и по желанию. Далеко не каждый на наших планетах сам хочет вскрывать эту память, потому что она может быть разной. У нас есть специальный предмет в школе, который посвящен исследованию своих прошлых воплощений. Мы их исследуем, изучаем, мы учимся их просматривать, извлекать из них уроки. Но это не является обязательным и необходимым для нашего опыта. Вы можете также исследовать свои воплощения, но это не обязательно для вашей эволюции и вашего опыта. То, что вы заново начинаете каждое воплощение, не помня прошлого сразу с рождения, является огромным благом и огромной пользой, необходимой для формирования новой личности. И так происходит не только на Земле, но и практически на всех других планетах и других мирах, за редкими исключениями. Так, следующий вопрос. Что почувствовал Аштар, когда узнал, что его родную планету взорвали, пока он тут спасал людей? Каковы были его первые порывы? Это сейчас это надо через всех спросить. Пока дойдет. Боль. Это слово можно только так передать. Боль. Дальше. Просят спросить про Светоч. И что будет, когда Светоч достигнет нас? Во-первых, нас он не достигнет как самостоятельно, потому что он попадет в Солнце. Уточняйте информацию, потому что вы потом пишете мне: «О, Юрий, а вы же сказали, инопланетяне прилетят в ноябре». А они не прилетели. А я не говорил, что они прилетят в ноябре. То есть вы ушки на макушке настройте и слушайте внимательно. Потому что я не говорил, что они прилетят на Землю и что вы все это увидите. Траектория корабля проходит за Солнцем и не пересекается с самой Землей. Они будут проходить на дальней орбите. Смотрите внимательно эфир про этот корабль. Светоч будет передан в планету.
Смотрите, значит, мы, может быть, все вопросы ваши осветить не успели, да, на эфире. Если Хотите у прямо вас сейчас? будет запрос к Аштару какой-то, я посмотрю, если он сам согласится на какой-то контакт, я этого гарантировать не могу, но мало ли, может быть, что-то изменилось у них сейчас в правилах. Мы спросим, то есть я буду продолжать налаживать процесс общения с ним, отправляться на его корабль, и мы с ним, возможно, сделаем еще эфиры, если у вас будут запросы по теме Аштара, потому что сейчас мы по касательной коснулись его личности, его персоны, участия в земных процессах. Мы можем пригласить этих же представителей, чтобы узнать подробно об истории Земли, что происходило до 12 тысяч лет назад, да, что после происходило. То есть это все очень интересно, я думаю. Если вам тоже интересно, обязательно напишите потом в комментариях, какие бы вопросы вы хотели узнать. А сейчас мы сделаем с вами небольшую медитацию. Эта медитация будет направлена на то, чтобы мы настроились, да, вот сейчас Аштар говорит, настроились на кристаллы Андара. Есть поле энергии кристаллов Андара. Это кристаллы, состоящие из особого вещества Андара, создаваемого плейдианцами, и они эти кристаллы разместили внутри планеты Земля и на своих кораблях для того, чтобы помогать в квантовом переходе. Они держат сакральную решетку планеты. Эти кристаллы обладают мощнейшей исцеляющей силой. Сейчас мы с вами настроимся на потоки этой энергии, пропустим ее через себя, наполнимся исцеляющей, чистой божественной жизненной силой. Я открою такой ретранслирующий поток, который будет действовать в том числе в записи. Поэтому сейчас разместитесь удобно, приготовьтесь, сделайте глубокий вдох, выдох. Так, сейчас где у меня музычка? Закройте глаза. Позвольте своему телу расслабиться. Отпустите любой контроль. Почувствуйте, как ваше внутреннее пространство начинает наполняться светом. Сейчас представьте перед собой большой розовый кристалл и мысленно произнесите: «Я прошу сейчас галактических эмиссаров света Плеяд открыть для меня поток кристаллов Андара. Прошу начать процесс моего глубинного исцеления на уровне души, духа и тела самым наилучшим и гармоничным образом. Соединить меня с душой, с моей душой». Представьте перед собой большой розовый кристалл. Он размера выше вашего тела, больше вашего тела. В него можно полностью войти. Подойдите сейчас к этому кристаллу мысленно. И войдите в этот кристалл. Вы делаете шаг и оказываетесь внутри. Позвольте ощущениям струиться через вас.
Сейчас энергия этого кристалла запускает процесс глубинного очищения и исцеления. Почувствуйте присутствие энергии Аштара. Почувствуйте присутствие галактических эмиссаров света. Дышите глубоко, пропускайте через себя энергию кристалла Фандара. Сейчас плеядианцы окружают вас, направляют на вас свои руки. Возможно, вы начинаете ощущать тепло в ваших ладонях. Потрите свои ладони. И приложите свои ладони и свои руки к тем местам на своем теле, где почувствуете это необходимо. Сейчас прямо через ваши руки к вам будет транслироваться энергия. Ваши же собственные световые руки. Приложите их к себе и представьте, что через них идет свет. И сейчас вас наполняет эта энергия заботы, тепла, исцеления, божественная, воскрешающая, нетленная, вечная, всепроникающая жизненная сила. Впитайте ее. Прошу. Этот процесс продолжится в течение сегодняшней ночи. Поэтому сейчас соедините свои ладони в намасте, поблагодарите галактических эмиссаров света и скажите мысленно: прошу продолжить и завершить этот процесс в нужный момент самым наилучшим для меня образом. Поблагодарите, процесс завершается. Сделайте глубокий вдох, выдох, возвращайтесь в это пространство. Открывайте глаза. Ну что вы почувствовали, друзья? Мне интересно, что вы напишите потом в комментариях. Если хотите в таких сеансах участвовать, у нас есть канал Galactic Healing в Телеграме. Я планирую скоро возобновить там такие сессии, небольшие исцеляющие сессии, медитации с участием галактических эмиссаров света. Вы сможете к ним подключаться, у нас там есть ссылка в Телеграме на эту страничку. Подобного рода медитации мы будем выполнять на этом канале. На сегодня у нас все. Вот такой вот интересный эфир получился. Вы можете поделиться им с друзьями, если кому-то известно, кому эти темы могут быть интересны. В условиях российских сейчас сложно смотреть YouTube. Тем не менее, я вас крайне благодарю. Огромные молодцы, кто смог найти средства, с помощью которых вы все равно смотрите. Если даже вы смотрите в записи в Телеграме, то смотрите, находите всякие способы, слова, которые нельзя называть, используйте средства, которые нельзя называть. Все равно смотрите на YouTube, потому что я на другие платформы пока не планирую ничего выкладывать.
И я не разрешаю без моего согласия выкладывать что-либо, какие бы то ни было мои видео и фрагменты на любые платформы, потому что это мои видео, это мое авторское право. И я пока без моего согласия никуда не выкладываю. Только Telegram и только YouTube. Поэтому здесь мы будем с вами встречаться. Всех вас благодарю. Никакие ограничения на нас не действуют. Все это временно, все это рано или поздно отменится. Поэтому я только на это и направляю внимание. Жду вас на эфире на курсе по чакрам.